Приветствую всех на канале. Сегодня хочу вас познакомить с таким блендером. Блендер погружной от компании Bosch. Модель MSM67165RU. Приобретал в подарок дочке за 130 белорусских рублей. Чуть более 60 долларов США. Изготовлен в Словении. Комплектация проиллюстрирована здесь на коробке. Сверху в пене уложен такой небольшой переходник из пластика. Все элементы также упакованы здесь в пене в соответствующие ячейки. Сейчас я их извлеку и познакомимся с ними поближе. И кроме того, здесь есть кое-какая документация. Две инструкции по пользованию самим блендером и насадками на английском и русском языках. С иллюстрацией. Изучим обязательно. И вот такая бумага, такая портянка из газетной также бумаги. В ней изложены дополнительные меры по безопасности. Гарантийный талон от магазина. Приобретал в интернет-магазине Минска. Вот по такому адресу, если кому интересно. Называется «Техника». Имеется целая линейка подобных моделей MSM 6602, 120, 130 и так далее. И вот в данной таблице в инструкции представлены, какими элементами комплектуется та или иная модель. Значит, имеется вот такой блендер с двумя кнопками. Одна из них турбо. Здесь сверху регулятор скоростей, их 12. Это плавная регулировка. Ручка резиновая, ну или как там сказано, soft touch. Здесь глянцевый пластик. На ней указаны режимы работы и мощность 750 Вт. Сюда подключаются редукторы и какие-то характеристики представлены здесь. Ну, основное это питание. По бокам, кстати, еще имеются две кнопки, чтобы вынуть насадки. Шнур с евровилкой длиной, в моем случае, 140 сантиметров. Значит, в комплекте есть такой металлический венчик с отдельным своим редуктором. Редуктор позволяет с помощью установленных в нем шестеренок увеличить или уменьшить скорость оборотов. Слышно, как он работает. Сам он из пластика, венчик металлический, как я сказал. При работе блендер издает небольшой звук. Скорость можно регулировать, то есть эта кнопка без фиксации основная. Это турбо кнопка. Немножко в руке дергается, конечно. Так, покажу вам непосредственно, как вращается венчик. Имеется вот такая из прозрачного пластика емкость. Верхнее значение здесь 600 мл. И к ней вот такая пластиковая, но она очень мягкий пластик, почти как резиновый. Закрывается плотно. Вот эта насадка для пюре позволяет смешивать какие-то мягкие ингредиенты. Вся она изготовлена из пластика. Здесь широкие лопасти такие. И перфорированный пластик, здесь такая вот крышка. Внутри металлический вал. Да, забыл, сразу не выложил из пены. Вот этот редуктор для, соответственно, этой насадки для пюре. Защелкивается путем поворота. Здесь такие есть выступы. И вот так фиксируется поворотом. Раз, раз. Далее одеваем уже сюда. Здесь есть такой помощник, как фиксировать, наверное, вот эти лопасти, да, они снимаются и можно чистить. Да, с помощью редуктора скорость замедляется тут значительно. Поставлю максимальные обороты. Вот такой вариант.
Для его извлечения нажимаем на боковые кнопки. Да, легко выскакивает сразу. Имеется также пластиковая емкость с измельчителем. Тут объем ее не указан, просто значение максимальное. Крышка открывается путем поворота против часовой стрелки. Да, вот здесь установлен нож. Такие два металлических лезвия. Очень острые. Ну, можно нарезать какой-то салатик. Если вы собираетесь перерабатывать овощи, вам понадобится вот эта емкость. Засыпаете по максимальную отметку какие-то овощи, фрукты. Фиксируете здесь блендер. Получается вот такой стационарный вариант. И включаете, работаете. В принципе, если снять этот нож, то можно здесь что-то хранить. Для этого есть такая же крышка из мягкого пластика. Одевается тоже достаточно плотно. И для замешивания различных коктейлей, смузи есть вот такая насадка. И здесь какой-то, опять же, рекламный стикер. Она из металла. Здесь также небольшой металлический нож. Так, подключаем к блендеру. Таким вот образом. Опускаем емкость. Например, можно использовать этот стакан. И замешиваем. Если у вас малогабаритная кухня и скромный бюджет не позволяет приобрести большой комбайн и негде хранить насадки, то вполне можно приобрести вот за $60 такого кухонного помощника. Рекомендую, ссылка будет в описании. Я с вами прощаюсь, с вами был Александр. До встречи на канале. Пока!